Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие ажурные мотивы крючком и соединять их между собой в процессе вязания последнего ряда. Для работы я использую нитки Виолет и Пеликан, крючок номер 1,25. Берем ниточку желтого цвета, делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Тем самым нашу цепочку из 6 воздушных петель мы сомкнули в кольцо. Вяжем 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам столбик с одним накидом. И в кольцо из 6 воздушных петель вяжем 11 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11 столбик с одним накидом. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Первая, вторая, третья. Вот она у нас. Провязываем. Вот что получилось. Далее провязываем одну воздушную петлю подъема, и в эту же третью воздушную петлю подъема мы вяжем столбик без накида. Вот таким образом. Далее провязываем 3 воздушные петли, пропускаем вершину столбика предыдущего ряда, вершину следующего столбика за обе полупетли, вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Снова пропускаем вершину столбика предыдущего ряда, вершину следующего столбика, вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли, пропускаем вершинку столбика, вершину следующего, вяжем столбик без накида. Продолжаем вязать таким образом до конца ряда. Три воздушные петли, пропустили столбик, вершину следующего, столбик без накида. Мы провязали вот здесь вот 5 арочек из 3 воздушных петель. За первая, вторая, третья, четвертая, пятая. А шестую арку мы разделяем на одну воздушную петлю и полустолбик в вершину первого столбика без накида. Вот что получилось. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема, и вот сюда под эту же арку и под столбик, полустолбик, мы провязываем столбик без накида, вот таким образом. Далее набираем 11 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. От начала воздушной цепочки отсчитываем третью петлю. Первая, вторая, третья. В третью воздушную петлю вяжем столбик без накида. Далее провязываем 2 воздушные петли и под следующую арочку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида. Вот что получилось. Повторяем 11 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. От начала воздушной цепочки отсчитываем третью воздушную петлю. Первая, вторая, третья. В третью воздушную петлю вяжем столбик без накида. Провязываем 2 воздушные петли и под следующую арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда вяжем столбик без накида.
Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Я провязала 11 воздушных петель, столбик без накида в третью от начала воздушную петлю. И в конце ряда мы провязываем соединительный столбик в первый столбик без накида. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Спрятали хвостик нити. Теперь берем нить белого цвета, я уже сделала начальную петлю, и присоединяю ее под одну из вот этих вот петелек лепесточка. Вот они у нас. Вот таким вот образом захватываю петельку и протягиваю на лицевую сторону с изнаночной стороны. Далее вяжу 3 воздушные петли подъема, они заменяют столбик с одним накидом. И под эту же вот арочку, в эту петельку вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Далее провязываем арку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую вот эту арочку мы вяжем 6 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Снова вяжем 5 воздушных петель. И под следующую арочку вяжем снова 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Провязали 6 столбиков с одним накидом под последнюю арку. Далее вяжем 5 воздушных петель. И соединительный столбик провязываем в третью воздушную петлю подъема. Вяжем следующий ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. Далее провязываем столбик с одним накидом в вершину следующего столбика с одним накидом предыдущего ряда. Вот он у меня. Я провязываю сюда столбик с одним накидом и не довязываю его. В вершину следующего столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом и не довязываем его. На крючке 3 петли провязываем вместе за один прием. 3 воздушные петли. Далее у нас осталось 3 вершинки. В этом элементе из 6 столбиков с одним накидом мы провязываем первый столбик в следующую вершинку, не довязываем. Второй столбик с одним накидом, в следующую вершину не довязываем его. И в следующую вершинку вяжем столбик с одним накидом и не довязываем его. На крючке 4 петли провязываем вместе за один прием. Далее провязываем арку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Под арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Провязываем 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Далее у нас снова идет в предыдущем ряду элемент из 6 столбиков с одним накидом. Вяжем вершину первого столбика, столбик с одним накидом, не довязываем его. Вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом и не довязываем его. Вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом и не довязываем его. Провязали вот эти вот 3 столбика с одним накидом недовязанных, на крючке 4 петли провязываем вместе за один прием. 3 воздушные петли. И теперь вот в эти вот 3 вершинки оставшиеся провяжем
по одному столбику с одним накидом, не довязывая их. Второй, третий. На крючке 4 петли провязываем вместе за один прием. Далее 5 воздушных петель. Столбик без накида под арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда. 5 воздушных петель. Далее все повторяем так, как мы вязали вот этот элемент. Вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда, вот сейчас мы провязали столбик без накида. Вяжем 5 воздушных петель. И вот сюда вот в вершину первых 3 столбиков, ну точнее у нас здесь 3 воздушные петли подъема и 2 недовязанных столбика. Вот сюда в вершину под все вот эти петельки провязываем соединительный столбик, закрепляем нашу петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Спрятали хвостики. Теперь берем ниточку зеленого цвета. Я уже сделала начальную петлю и присоединяем ее под арку из 3 воздушных петель. Вот таким образом протягиваем и вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. Под эту же арочку вяжем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и сюда же под эту же арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Далее вяжем 7 воздушных петель. 7. Вершину столбика без накида предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушная петля. И под арку из 3 воздушных петель вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, 3 воздушные петли. И под эту же арочку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Снова вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вершину столбика без накида предыдущего ряда вяжем столбик без накида. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. И снова под арку из 3 воздушных петель вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, 3 воздушные петли. И сюда же вяжем 2 столбика с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд, провязали вот первую арочку из 7 воздушных петель, столбик без накида и еще 7 воздушных петель. В конце ряда вяжем соединительную петлю в 3 воздушную петлю подъема. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотив у вас получится. А сейчас покажу, как соединять такие мотивы между собой в процессе вязания последнего ряда. Вот я уже соединила между собой 3 мотива. И теперь вот в это место я хочу присоединить следующий мотив. Мотивы у нас соединяются между собой за вот эти арочки из 3 воздушных петель и за арки из 7 воздушных петель. То есть, если у меня в этом месте будет мотив, то он будет у меня соединяться за 2 стороны. Вот первая сторона и вторая сторона. Каждую сторону я соединяю за арки из 3 воздушных петель и за арки из 7 воздушных петель. Я вяжу следующий мотив. Вот провязала первый элемент из вот этих вот 2 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Второй такой элемент, третий и вяжу вот 4. Провязала 2 столбика с одним накидом. Теперь мне нужно вязать арочку из 3 воздушных петель. Я вяжу 1 воздушную петлю,
Вытягиваю крючок из петельки и нахожу свое первое место присоединения. Вот эта арочка из 3 воздушных петель. Вот она. Беру мотивы, нахожу центральную петлю арки из 3 воздушных петель. Вот она. Захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю через эту петельку, довязываю свою арку из 3 воздушных петель, вяжу еще 2 воздушные петли и под эту же арочку провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Далее у меня идет арочка из 7 воздушных петель, которая я тоже должна прикрепиться к соседнему мотиву. Я делю эту арку на 3 воздушные петли, вытягиваю крючок из петли, нахожу арочку на соседнем мотиве, ввожу крючок в центральную воздушную петлю, вот она, захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю через эту петельку и довязываю свою арку из 7 воздушных петель, вяжу еще 4 воздушные петли. Вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываю столбик без накида. Далее снова арка из 7 воздушных петель, к которой я присоединяюсь к соседнему мотиву. Делю ее на 3 воздушные петли, вытягиваю крючок из этой петельки, нахожу следующую арку, вот она, на соседнем мотиве, ввожу крючок в центральную воздушную петлю, вот она, захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю через эту петельку и далее довязываю свою арочку, вяжу 4 воздушные петли. И теперь у меня под арку из 3 воздушных петель идет элемент из 2 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй и арочка из 3 воздушных петель. Далее я ее делю на одну воздушную петлю, вытягиваю крючок из этой петельки. Вот здесь у меня уже соединены 2 арки из 3 воздушных петель, так как 2 мотива рядом. В это место, в центр, я ввожу крючок, протягиваю петлю мотива, который вяжу, довязываю свою арку, вяжу еще 2 воздушные петли и под эту же арочку предыдущего ряда провязываю еще 2 столбика с одним накидом, первый и второй. Далее арка из 7 воздушных петель, вяжу 3 воздушные петли, вытягиваю крючок из петли, нахожу следующее место соединения. Вот эта арочка из 7 воздушных петель, ввожу крючок в центральную воздушную петлю, захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю сквозь эту петельку и довязываю свою арку, вяжу еще 4 воздушные петли, 2, 3 и 4. Далее провязываю столбик без накида, вершину столбика без накида предыдущего ряда. Снова у меня арочка из 7 воздушных петель, вяжу 3 воздушные петли, вытягиваю крючок, нахожу на соседнем мотиве арку из 7 воздушных петель, ввожу крючок в центральную воздушную петлю, захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю сквозь эту петельку, довязываю свою арку, вяжу еще 4 воздушные петли. И теперь под арку из 3 воздушных петель мне нужно провязать 2 столбика с одним накидом. Провязываю первый столбик, второй столбик с одним накидом. Далее у меня арочка из 3 воздушных петель, провязываю одну воздушную петлю, вытягиваю крючок из петельки. Вот мое следующее место соединения. Ввожу крючок в центральную воздушную петлю арки из 3 воздушных петель. Захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю петельку, довязываю свою арку, еще 2 воздушные петли и под эту же арочку предыдущего ряда вяжу еще 2 столбика с одним накидом. Провязываю 7 воздушных петель. Здесь я уже ни к чему не прикрепляюсь, я уже прикрепилась по 2 сторонам. Под столбик без накида предыдущего ряда вяжу столбик без накида, заканчиваю ряд, провязываю 7 воздушных петель, 4, 5, 6, 7,
И в третью воздушную петлю подъема провязываю соединительный столбик. Закрепляю петельку, обрезаю нить и прячу хвостик в мотив. Спрятали хвостики нитей. Вот таким образом выглядят мотивы. И вот так вот выглядит место их соединения между собой. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.